если будет новый эмоциональный всплеск в стране, такое же будет и еще раз. То есть люди, в принципе, в стрессовых ситуациях, они объединяются. З кожного маленького «моё» вырастая наше огульное «наше». Очень тяжело осознавать, что люди переобуваются, хотя, в принципе, сам переобулся в какой-то момент. Я не жалею о том, что я сделала. Я жалею об одном, что я мало сделала. Никто не забыл и никто не простил. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чекай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чекай, ты чекай. Поехали! Тое, што адбылося ў 2020 годзе, мы прайшлі як беларусы, як не тое як мінчукі, а ўвогуле як нацыя. Тое, што па ўсёй краіне мы проста пачалі паміж сабою размаўляць, кантактаваць на ўзроўні двароў, на ўзроўні раёнаў, на ўзроўні вуліц. Мы ўбачылі адзін аднаго. Люди начали бороться, соответственно, своему интеллектуальному уровню. И своему внутреннему мировоззрению, то есть без насилия, без унижений, без оскорблений тех людей, которые, грубо говоря, руководят государством. В общей сложности я прослужил до 2014 года во внутренних войсках. Я видел, как это все происходит именно там, внутри коллектива, как происходит зомбирование личного состава. Нам говорили, там им платят, опять же таки, им дают оружие, что-то еще в этом плане. И уже находясь на гражданке, я увидел, как это все происходит. То есть начались какие-то волнения в плане выборов и увидел состояние людей. Это было совершенно все по-другому, чем то, что нам рассказывали. Мы вечерами после воскресных маршей стали собираться во дворе. Нас было порядка 100-150 человек изначально. Обсуждали, как прошел марш, кто откуда бегал, кто куда бежал. И в конце мы заканчивали петь погоню. Когда начались цепи солидарности, это уже были положительные эмоции. В принципе, на основе этого и создались потом дворовые чаты. Потому что уже увидев большое количество единомышленников, было очень страшно остаться одному. Быть потерянным и оторванным от происходящего. И люди хотели что-то делать. 5 человек, 15, 20. Кто как мог, мы выходили каждый день. Кто-то приносил печенье, кто-то приносил чай, кто-то приносил пироги. Потом по выходным дням мы устраивали большое чаепитие. Мы заказывали торт с погоней, приглашали на выступления различные группы. Сам факт того, што на кожных з гэтых канцэртаў ты бачыў тое, як людзі проста атрымоўваюць асалоду ад кантактаў адзін з адным. Яны нібыта ўпершыню, нехта ведаў, што там праз 2 дамы жыве там Алена, а там Вітя, а там... і ты ніколі з імі не меў кантактаў. Мы вельмі добра збавілі час, вось гэтую гадзіну. Справді, і гарбату трохи папілі, і там нейкі торцік перапаў мне, і Саня таксама. І вось, калі Саня апошнюю песню спяваў, прыйшлі хлопцы, якія маніторылі тое, што актыўнасць ментоў, і кажуць, пора цікаць. Там ужо чорныя ходзяць, і хутчэй за ўсё сюды ідуць. І нам спачатку прапанавалі, давайте ідём сюды, праз адзін бок, а мы штосьці такія пагальмавалі і пайшлі разам з усімі. А ў мяне бы сцяг вось тут. І, карацей, мы з Саней ідём, і тут вынырваюць з кустоў гэтыя бушмены такія. Опа! І так, ось гэтага з гітары, ось гэтага са сцягам, з рюкзаком бярэм.
Ведь я находился в нашей компании как человек, который отслеживал ту ситуацию, которая может происходить с той стороны. И я защищал именно наших ребят. Сюда не идем, обходим с этой стороны могут заходить, где-то как-то что-то еще. То есть я это все знаю, я этому учил своих бойцов, когда служил. Я знал, как могут повести себя гражданское население и как нужно заходить, где-то с какой стороны. Я это все прекрасно понимал. Я ж не просто так там сидел, я еще и ночью, покуль хлопцы с девчонками вязали эти стужки, я ходил, ездил на машине по району и глядел, как никто не подъехал с ментов. То бок там и все-таки патруль был ночний. Я той самий, я такий самий, затюканий марно, крок улево, крок вправо. Мене так само полохають стрели, полохають вибухи, чорні шереги. Ди коли у двор мой прийшли за автоматом, маті, пробач, я скажу, я вихожу. Я той самий, я такий самий. Лево, то право, але не до речі. Ёсць дзе прилегчий, ёсць чым сагрэцца на цёплыя печы. Ды ўваліліся ў хату, я на лаве саджу, пад лавай сякера. Я выхожу. Быў забіты Роман Бондаренко, адзін з актывістаў двара на вуліцы Шервякова. Ну, зараз на ўвесь свет гэты двор знаны як плошча Пераменаў, дзе быў гэты мурал з дыджэем. Ну, гэта все мой Минский центральный район. Рома Бондаренко – это вообще моя особая боль. Это боль почти каждого белоруса. Мы сидели, ужинали, написали мне врачи. Написали фразу «его больше нет». Для многих было очень тяжело, для всех, наверное, смерть Романа. И в тот же вечер мы собрались, просто на машинах поехали на площадь Перемен. И находясь там, мы просто понимали, что люди туда приходят для того, чтобы не быть одному. Это опять же было как в августе 2020-го, то есть это было шокирующее событие, оставаясь дома, при котором, ну, было бы, человека, у многих не выдерживала бы психика. Это было вообще невыносимо, просто невыносимо тяжело, что каждый, кто вышел во двор, его может не стать. Его просто могут взять и убить во дворе. Это был день смерти Романа Бондаренко. Наш чат собрался, мы вывесили, сделали кукол и повесили их на мосту в городе Могилеве. Психологи говорят, что это ход, когда надо выплеснуть свои эмоции и так далее на какой-то вот вещи, чтобы продолжать дальше жить. Но Могилевский следственный комитет это оценил как хулиганство группы лиц. Вот. И завели уголовное дело на меня и остальных участников чата. В тот момент, после именно смерти Романа, начался такой ментовской беспредел. Жестить начали по полной программе, выбивали двери, проводили обыски, задерживали всех подряд. Когда стал вопрос между всеми, кто что будет делать, кто остается, кто уезжает, как дальше, я просто нагло собралась, сходила в миграцию и спросила. Мы были невыездные, причем невыездные мы были с 3 или с 4 марта уже, поэтому мы решили, что попробуем перейти границу. Смотрел ближайшую точку, так как говорится, зная, что я очень тяжело со своей инвалидностью бегать, поэтому самое ближайшее расстояние. В принципе, да, нам повезло, мы подъехали, никого не было, нас забрали литовские пограничники, и уже отсидев карантин на заставе, мы попали в Вильнюс. Я оказалась невыездной по странному стечению обстоятельств. Моих детей пропустили через белорусскую границу вместе с активисткой, а меня посадили на маршрутку в Могилев.
Не доезжая Ашмян, я вышла. В Ашмянах я сняла квартиру. По мессенджерам я связалась с активисткой. Дети, она были уже на границе литовской, и она мне сказала, что надо доверенность. В квартире ничего не было. Я нашла старый клочок обоев, который остался от ремонта, и карандаш. Я написала доверенность карандашом. Эта доверенность подошла для литовских пограничников, которым я безумно за это благодарна. И моих детей вместе с активисткой пропустили через границу. Те люди, кто не успел выехать, кто не захотел уезжать, кто не смог, в круглом на суде получили от 3,5 до 3 лет в колонии. Просто за чучело. Я встречаюсь с юристом. Хороший человек. В настоящий момент не работает ни юристом, ни адвокатом, никем, хотя очень хотел адвокатом быть, из-за своих политических взглядов. Я встречаюсь с ним, объясняю свою ситуацию, и он на меня с такими большими глазами смотрит, говорит: почему ты еще здесь? Ты ждешь, когда за тобой придут, а за тобой придут. Говорит, нужно бежать. Ну, как бежать, так значит бежать. Все хороши тогда, когда они солидарны, занимаются одним каким-то общим проектом, одним общим делом и не занимаются какими-то внутренними междоусобицами. С Ашмян меня забрали утром, активисты перевезли в Витебск. С Витебска меня отправили в Смоленск, со Смоленска на погранпереход Бурачки я поехала, там меня тоже не выпустили, потому что между Беларусью и Россией было подписано соглашение о невыездных. Под утро меня посадили на фуру, я доехала до Пскова. В России я находилась почти 4 месяца. Потом я попала на Украину. И в мае 2021 года я наконец-то воссоединилась с семьей. Я глубоко благодарна всем белорусам, которые помогали моим детям, которые их поддерживали, которые выполняли функцию мамы-папы, когда меня не было. Да, началась новая жизнь, да, было сложно на первоначальном этапе, но после официального трудоустройства, конечно, немножко было попроще. Знакомые просто предложили попробовать себя в качестве водителя грузоперевозки по странам ЕС. И, в принципе, это здорово. В принципе, мне нравится. Интересно, классно, смотришь, ездишь в мир, страны другие, города другие, общаешься с людьми. Проблем, в принципе, никаких не возникает. Мне, в общем-то, не пришлось кардинально менять свой вид деятельности. В Беларуси основным моим видом деятельности было ремесленничество. Я изготавливаю на заказ изделия ручной работы. Здесь, в принципе, занимаюсь почти тем же. Я когда приехала в Литву, я понимала, что если я хочу вести достойный образ жизни, то есть для этого мне надо европейское образование, потому что наши дипломы тут ничего не значат от слова совсем. Я поступила в Клайпедскую морскую академию на специальность управления портами и грузами, то есть, грубо говоря, я логист. Ну вот моя будущая работа. Краны портовые, козловые, всякие. Контейнерные терминалы, контейнершип. Я думаю, Новая Беларусь будет поддерживать связь с Литвой, то есть в частности с Клайпедским морским портом, то есть ее все грузы будут, как и прежде, идти из Беларуси в Литву, то есть, это пригодится. Вообще, логистика – это одна из специальностей будущего. Сейчас я поступил на курсы бухгалтерского учета и аудита в Литве. И учусь на данный момент. И мы будем танчить и песни спевать, смачно есть і шматпіть, і знову налівати, закохатися в сусідку. Это звичайно, будьмо разом, і все буде файно. Там остались родители, сестра, племянники. Да, конечно, пытаешься там связываться каждый день, где-то как-то по телефону, через Telegram. На
общения с друзьями не хватает. Очень часто собирались, где-то выезжали на природу. Здесь этот круг общения очень маленький. И здесь в основе своей люди, которые находятся здесь, в принципе, такие же, как и мы. То есть у всех какие-то свои же проблемы. И пытаешься где-то как-то, если встречаешься, то не разговаривать о тех событиях, которые происходили ранее, которые происходят в настоящий момент где-то как-то. Вот, поэтому хочется вернуться назад, хочется поехать на тот же самый там, поход, встретиться с ребятами, отдыхать и так далее и тому подобное. Но я думаю, что все в процессе, все будет хорошо. Первое время идешь и хочешь увидеть знакомых людей, только потом понимаешь, что не увидишь, тех знакомых людей. Поэтому как-то вот звук открывающейся двери в нашем доме – это звук на Крестина, потому что очень многие были задержаны, и люди, когда приходят к нам в гости, открываешь дверь, и видно, как люди меняются в лице. То есть у всех такие воспоминания, они остаются надолго где-то в подсознании, потому что эта дверь та, которая вела, возможно, очень тяжелым последствиям, а люди рады, что они не там, что они выехали. Многие могли сидеть очень долгое время. Также открываются двери в камеру с характерным таким же звуком. В Литве, конечно, хорошо, классно, но тех ощущений, которые которые я испытывала в Беларуси, мне немножко все-таки не хватает. Это встреча с людьми из чата. Это тот адреналин, когда ты испытывала, ту радость, когда ты просто понимаешь, что человек жив, и человека не задержали, человек на свободе. Но это многого стоит. Мы до сих пор созваниваемся, мы до сих пор на связи, мы до сих пор общаемся. Это мои близкие люди. До сих пор мы все на связи, до сих пор обсуждаем политическую ситуацию в Украине. Сейчас созвоны уже, конечно, не так часто, но они есть. И есть люди, которые до сих пор не смирились и не смирятся с тем, что происходит сейчас в Беларуси. Если все в стране произойдет в лучшую сторону, сменится в государстве власть именно для людей, не для них, а для наших людей, для белорусов конкретно, я готов туда ехать сразу же, для того, чтобы восстанавливать нашу страну и оказывать всяческую помощь. Теми силами, какие у меня есть. Мы здесь себя чувствуем в безопасности, но мы понимаем, что Беларусь и белорусы там внутри, они не в безопасности. Мы очень стараемся, мы очень хотим найти способ помочь побыстрее восстановить справедливость в Беларуси, и в первую очередь для того, чтобы мы смогли вернуться и смогли там помочь построить новое правовое общество, в котором наши дети смогли бы развиваться, и мы смогли бы приносить пользу. Я думаю, что нас очень ждут, и мы также ждем встречи со всеми. І воно відбулося так, як відбулося. Може бути, ми, звісно, зараз люди кажуть, що не треба було здимати обуток і у білих шкарпетках становитися на лавочці, а треба було валити. Добре, тоді, може бути, тоді була б кров і був би перелом. Але, може бути, я б сказав, я не можу однозначно судити. Хутчэй за ўсё захавалі нейкі рэсурс, ён захаваны. І проста тыя людзі, якія засталіся хай сабе ў эміграцыі, як кажа мой падзельнік і сябра Леслі, яны засталіся жывыя, цвярозыя і небяспечныя. А каб па нейкім іншым сцэнары пайшло, дык мы былі б не жывыя. А паколькі мы нават раскіданыя па цэлым свеце, мы можам пісаць, мы можам спяваць, мы можам выказвацца, у нас ёсць з крыніцай інфармацыі, мы можам транслировать свае думкі, мы можам уплываць, мы застаемся небяспечнымі для гэтай улады, і тое, што ўлада прымае, якія меры так званая ўлада прымае зараз у нашай краіне, гэта толькі сведчыць пра тое, што
кожны на сваім месцы, кожны там, дзе ён знаходзіцца, ён робіць сваю справу. І мы пераможам без яго. Аксамітний летній вечір ахіну землю. Я в озерную синечу вуснами ловлю. Мовчки слухаю у росах песню солов'я. Над моим луна и лесом Беларусь моя. Мовчки слухаю у росах песню солов'я.